Футуристичная планетарная эстетика, дисплей Ultra HD AMOLED, процессор Thread True, оперативная память 2 ГБ, внутренняя память 16 ГБ, поддержка 4G LTE, поддержка подключения по Wi-Fi, глобальная навигационная система, операционная система Android, время автономной работы до 65 часов на одном заряде, поддержка Google Play для установки приложений. И, как вы уже поняли, сегодня речь пойдет о смарт-часах под названием The Blaze Tor Ultra 4G. Данные характеристики, разумеется, я, как и вы, прочел в рекламе, но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам расскажу. Благо, вы сами решили, что мне стоит ее покупать в телеге скидок, когда я делал опрос. Лайки набили. Купил, сейчас расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в упаковке из плотного картона, на ней есть изображение, название и краткие характеристики смарт-часов. Упаковка выглядит хорошо, в комплекте мы имеем сами смарт-часы, ремешок, магнитное зарядное устройство, к сожалению, с пинами и инструкцию по эксплуатации. Весят смарт-часы вместе с ремешком 63 грамма, габариты составляют 40 на 54 на 18 мм, ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, здесь только интересные и быстрые обзоры. Переходим к часам. The Blaze Tor Ultra 4G можно приобрести только в черной расцветке. Дизайн устройства интересный и запоминающийся, но собраны смарт-часы не из лучших материалов, особенно это касается тыльной части корпуса. Средняя рамка выполнена из металла с матовым покрытием, кнопки алюминиевые, а тыльная часть глянцевая из стеклокерамики. Во всяком случае, так заявляет сам производитель. Лично по моим ощущениям, тыльная часть выполнена из дешевого пластика с глянцевым покрытием. Ремешок быстросъемный, снимается не совсем удобно, как и устанавливается, но поменять его на другой ремешок возможно. Выполнен ремешок из фтороэластомера с застежкой из пластмассы, охват запястья от 140 до 210 мм. Качество ремешка далеко не идеальное. На руке смарт-часы выглядят хорошо, при носке смарт-часы слегка ощущаются, запястье под ремешком потеет и ремешок изредка доставляет дискомфорт. Спать со смарт-часами лично мне не всегда было удобно, опять же в них нет смысла спать, так как они не поддерживают мониторинг сна, во всяком случае пока. Правда странно, любые браслеты более-менее приличные поддерживают, а эти часы нет. Далее на корпусе расположили контакты для зарядки, микрофон, динамик, датчики мониторинга здоровья, слот под одну нано-сим-карту и две механические кнопки. Верхняя кнопка-коронка выполняет функцию перехода в меню и возврат. Двойным нажатием можно переключаться между стилями меню, а зажатием открыть ползунок регулировки громкости. Прокручивая кнопку-коронку, можно перемещаться по интерфейсу. Система прокрутки реализована по системе трещотки, но для прокрутки можно дополнительно включить вибрацию с настройкой силы вибрации и в целом использовать коронку удобно. Нижняя кнопка предназначена для включения-выключения экрана, выключения или перезагрузки самого устройства и для перехода к недавно открытым приложениям, за что плюс. Мультизадачность у данной модели неплохая, но вот тренировка в фоновом режиме не может работать. Зажатием двух кнопок одновременно можно совершить скриншот. Для удобства производитель предоставил небольшое руководство, но в очень плохом оформлении. В целом и на этом, как говорится, спасибо. Переназначить команды на кнопках, к сожалению, нельзя. С другой стороны, в этих смарт-часах прекрасно показано, что на две кнопки можно повесить не только два действия. Это относится к более дорогим смарт-часам, у которых на кнопках по одному действию добавить больше команд нельзя. Летим дальше. Оснащены смарт-часы Ultra HD AMOLED дисплеем на 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей, защитой Corning Gorilla Glass и плотностью пикселей в 391 ppi, что отлично. Экран имеет заметную рамку, но безеля нет. Ко всему экран закругленный. Яркость заявлена 1000 нит, а по моим замерам экран выдает максимум 480 люксов, что маловато. Пользоваться смарт-часами можно, но в солнечный день будет затруднительно ими пользоваться. Процессор установлен Spreadtrum SC8541E с 4 ядрами и техпроцессом в 28 нанометров. Оперативной памяти на борту 2 ГБ, а внутренней 16 ГБ. Разумеется, для использования доступно меньше. Операционная система Android версии 8.1, доступна она на русском языке, шрифт читабельный, перевод в целом корректный, но разрешение установлено не как для смарт-часов, а точнее некоторые функции, приложения, вкладки с настройками не оптимизированы еще под экран и думаю, что не будут оптимизированы. Скроллинг достаточно плавный, палец по экрану скользит хорошо, перемещаться по интерфейсу удобно, сенсорный отклик работает отлично. Отмечу, что без включения какой-либо дополнительной функции я смог зимой на улице в перчатках пользоваться экраном, и это круто. Далее, с главного экрана по свайпам. Свайп сверху вниз, панель быстрого доступа с уведомлениями, свайп слева направо музыкальный плеер, свайп справа налево виджеты и свайп снизу вверх с некоторыми циферблатами меняет их цвет, в остальном ничего не происходит. Меню достаточно большое, в нем находится номер для быстрого набора, журнал вызовов, контакты, которые
можно завести прямо со смарт-часов, полноценный браузер, калькулятор, календарь, галерея с фото и видеофайлами, уведомления, секундомер и таймер, которые могут работать в фоновом режиме, музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, а также на самих смарт-часах, так как загружать на устройство музыку можно. Далее есть Google карты, включение режима супер повышенной экономии заряда, очистка для оптимизации системы, мировое время вместе с будильником, который можно установить прямо со смарт-часов, видеопроигрыватель, фонарик, диктофон, шагомер, проводник, Google Play и маркет для установки приложений. По факту хватило бы одного Google Play. Для персонализации и настройки стиля интерфейса есть отдельная вкладка, в которой можно выбрать один из 3 стилей, 5 видов отображения меню, плюс можно установить фоновое изображение. Удобно, что в меню есть магазин с циферблатами, на выбор их достаточно, есть персонализированные, кликабельные и не только. Далее, смарт-часы поддерживают навигацию GPS, GLONASS, Beidou и AGPS. Тренировок на борту очень мало, для них нет настроек, ко всему во время тренировки никак не задействована навигация. Она только для карт. Опять же, так дела обстоят только в стоке. Что касается мониторинга показателей здоровья. Пульс измеряется круглосуточно, у воздуха смарт-часы пульс не считывают, есть ручное измерение SPO2 и все. Данные, полученные в результате измерений, корректными не назовешь, так что опираться на цифры по мне не стоит. Далее, в настройках также есть настройка экрана, к примеру, можно выставить спящий режим от 15 секунд до 30 минут, размер шрифта, масштаб изображения на экран, включить функцию для включения экрана при повороте запястья, функцию для выключения экрана накрытием ладонью, блокировка экрана и изменить разрешение экрана. Можно подключить смарт-часы к Wi-Fi по частоте 2,4 ГГц. Также, как вы уже поняли, данная модель поддерживает мобильную связь, а именно 4G со всеми бэндами. Связь смарт-часы держат стабильно, плюс есть функция точка доступа. Звонить, разговаривать со смарт-часов возможно. Для уведомления есть клавиатура, можно отправлять смс, голосовые уведомления, фото, видео и не только. Но вот синхронизировать уведомления со смартфона нет возможности. Bluetooth-чип установлен в версии 4.2, за что минус, так как версия очень старая. Подключить наушники есть возможность, что не скажешь про нагрудные датчики, его не подключить. По звуку, микрофону и вибрации динамик достаточно громкий, но качество звука не лучшее. В настройках можно отрегулировать громкость, настроить режим не беспокоить, выбрать рингтон и воспользоваться аудиопрофилями. Микрофона хватает для коротких разговоров, долго не поговорить, используя смарт-часы, не особо он классный. Вибромотор топорный, но в целом мощный. Обновить прошивку можно прямо со смарт-часов, но мне лично обновления еще не прилетали. В целом данная модель построена на операционной системе Android, настроек более чем достаточно, поэкспериментировать есть чем, и самое главное, что нужно знать, так это то, что сторонние приложения устанавливаются. Это с одной стороны. С другой, мы не можем сортировать меню, настроить панель быстрого доступа, включить Always On Display, так как он не поддерживается, и много других мелочей, которые по факту должны были быть, их здесь нет. The Blaze Tor Ultra 4G работают как независимое устройство без поддержки фирменного приложения на смартфоне. Во всяком случае, подключить к какому-либо приложению, которое используют другие модели смарт-часов от The Blaze, я не смог. Далее, емкость аккумулятора целые 930 мАч, полный цикл зарядки занимает в среднем 2 часа, время автономной работы в обыкновенном сценарии использования с мобильной сетью, по моим тестам, не более 2 суток. В целом, учитывая операционную систему и функционал, это ожидаемый результат. The Blaze Tor Ultra 4G не имеют какого-либо стандарта защиты, поэтому окунать в воду я их вам не советую. Испытывать на водонепроницаемость тоже. И от дождика лучше их беречь. Минусы: сырое ПО, нет поддержки фирменного приложения, нет NFC, нет мониторинга сна и еще много всего. Ну, разумеется, вряд ли у них будет какая-то там поддержка, эта штука поиграться. С другой стороны, штука поиграться с симкой. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. В телеге скидок, для примера, что у нас веселое было из последнего, это Poco M6 Pro за 12 тысяч, Poco X6 за 18. Еще напоминаю, что я на польза стрима отдельном канале гоняю все смартфоны, которые тестирую в онлайне последний месяц. Приходите, пообщаемся и по поводу часов, и по поводу наушников, и по поводу смарта. Резюмирую. Умные часы The Blaze Tor Ultra 4G очень специфичный девайс. Как по мне, круто за данную стоимость, что есть подобные смарт-часы. Но с другой стороны, уже на второй день использования этой модели появляется ощущение того, что производитель просто накатил на смарт-часы Android-систему, слегка ее оформил, добавил возможность использовать симку и все. И с другой стороны, за эти деньги мы должны быть рады. Про оптимизацию вовсе говорить не стоит, все очень печально. От меня девайсу, учитывая цену, за которую я приобретала, можете посмотреть ее в телеге скидок, однозначное да, за любой другой ценник выше точно нет. Кому критично необходимы ультра дешевые часы с сим-картой, можно попробовать. Остальным лучше посмотреть в другую сторону. Еще раз огромное спасибо за просмотр, ставьте лайк за труды, подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!